Китай снова делает то, что кажется невозможным. На выставке технологий в Шанхае местный стартап анонсировал летающий автомобиль, который шокировал даже самых скептичных экспертов. Цена – $4999. Это дешевле, чем многие электровелосипеды в США. Интернет моментально взорвался. Тысячи видеороликов, обзоров, твитов с заголовками в духе «Китай разрушает рынок авто» и «Летающая революция за смешные деньги». Эта новость быстро облетела весь мир, а западные журналисты недоумевали. Как такое вообще возможно? В странах вроде США или Германии подобные устройства оцениваются в сотни тысяч долларов. Даже самые бюджетные дроны-перевозчики обходятся компаниям в десятки тысяч. А тут целая леталка за цену подержанного айфона. Интрига была в том, что стартап обещал начать первые продажи уже в ближайшие месяцы. Секрет оказался в минимализме. Модель представляла собой не классический автомобиль с колесами и салоном, а скорее одноместный электрический аэромобиль, внешне напоминающий увеличенный дрон. Компактность, простота конструкции и дешевые материалы позволили снизить цену. Китайские власти подогревали интерес, показывая, что страна готова испытать новый вид транспорта на своих улицах и в небе. В этот момент весь мир затаил дыхание. Неужели Китай снова задаст тренд, а остальным придется догонять? Но что скрывается за этой сенсационной ценой? И возможно ли на самом деле купить такую машину, просто накопив на нее с зарплаты? Интересный вопрос, который ведет нас к следующему удивительному моменту. Мир любит сенсации, но дьявол, как всегда, скрывается в деталях. Когда журналисты начали копаться в условиях покупки, выяснилось, цена в $4999 – это базовый комплект. Он включает лишь корпус, движки и минимальную электронику. Если хочешь батареи с большим запасом хода, тебе придется раскошелиться. Если хочешь систему автопилота, добавь еще пару тысяч. А чтобы пройти сертификацию для полетов в городе, нужно потратиться на регистрацию, страховку и обучение пилотированию. Тем не менее, даже с учетом всех скрытых расходов, итоговая цена оставалась впечатляюще низкой, в несколько раз дешевле западных аналогов. Китай снова показал свой козырь – массовое производство и агрессивная оптимизация затрат. Инженеры использовали готовые дрон-технологии, доступные материалы и уже существующие производственные линии, а государственная поддержка позволила снизить налоги и субсидировать ключевые разработки. Скептики говорили, это маркетинговый трюк. Но первые заказы начали поступать, а тестовые образцы действительно взмывали в воздух. Оставался главный вопрос, насколько хорошо это все работает в реальности. Ведь одно дело сделать красивый ролик, и совсем другое – запустить массовый продукт. Чтобы понять, что внутри этой маленькой революции, давай разберемся, как эта штука вообще летает. Основной принцип – вертикальный взлет и посадка. По сути, китайский аэромобиль – это гигантский квадрокоптер, рассчитанный на одного пассажира весом до 200 фунтов. Конструкция легкая, выполнена из карбона и алюминия с 4 мощными роторами, которые поднимают машину в воздух. Электродвигатели питаются от литий-ионных аккумуляторов, а управление осуществляется с помощью джойстика или в автоматическом режиме. Скорость – около 40 миль в час. Запас хода – порядка 20 миль на одном заряде. Неплохо для первых моделей, но явно недостаточно для длительных поездок. Безопасность обеспечивается дублированием систем, а также парашютом, который автоматически срабатывает при аварии. Китайские инженеры обещают, что система устойчива к порывам ветра и способна работать в умеренных погодных условиях. Что особенно интересно – интерфейс управления. Даже человек без опыта может за считанные минуты освоить основные функции, что делает устройство доступным для широкой аудитории. Конечно, реальные испытания показывают, что все не так идеально. Есть вибрации, шум, ограничения по весу и погоде. Но в целом это леталка, которую реально купить за цену айфона. Однако, чтобы убедиться, что эти слова не пустой звук, стоит посмотреть на тесты, которые уже проводятся в Китае. Там происходят события, которые заставляют замереть даже скептиков.
На окраинах Шэньчжэня и Шанхая уже проходят тестовые полеты. Видео с дронов и камер наблюдения показывают, как десятки аэромобилей парят над специальными полигонами, облетая препятствия, садясь на платформы и даже совершая автоматические маршруты. Власти выделили целые зоны для испытаний, чтобы не мешать городскому движению. В некоторых провинциях местные чиновники говорят о создании воздушных дорожек, выделенных маршрутов в небе, где смогут летать эти устройства. На тестах видны проблемы: ограниченное время полета, высокая чувствительность к ветру, а главное – необходимость постоянного контроля. Безопасность пока далека от идеала, но масштабы впечатляют. Китай не просто экспериментирует, он готовит инфраструктуру. По сути, страна делает ставку на то, что такие машины в будущем станут массовыми. И вот тут встает важный вопрос: это действительно революция или просто дорогая игрушка? Потому что настоящие изменения начинаются не с красивых видео, а с массового внедрения. Чтобы понять это, давай посмотрим на ключевой момент, который может разделить рынок на до и после. Эксперты спорят, станет ли китайский летающий автомобиль реальной революцией или останется нишевым продуктом для богатых энтузиастов. С одной стороны, доступная цена, массовое производство и государственная поддержка делают проект потенциально массовым. С другой, ограничения по дальности полета, погодным условиям, весу и безопасности делают его малопригодным для повседневной жизни. Большой вопрос – инфраструктура. Нужны ли будут специальные взлетно-посадочные площадки? Смогут ли города адаптироваться под такой вид транспорта? Как регулировать движение в небе, чтобы избежать хаоса? И самое главное, готовы ли люди доверить свою жизнь машине, которая больше похожа на дрон, чем на классический автомобиль? В Китае энтузиазм огромный, но эксперты предупреждают, до настоящей революции еще долгий путь. Даже если продажи пойдут, это не значит, что через год улицы Шанхая заполнятся летающими машинами. Нужно время, технологии, адаптация. Но пока мир спорит, другие страны тоже не сидят сложа руки. Что же происходит за пределами Китая? Есть ли у него конкуренты? Ответ может сильно удивить. В Китае эта недорогая модель – лишь вершина айсберга. На самом деле в стране одновременно разрабатываются десятки проектов аэромобилей. От компактных одноместных дронов до полноразмерных летающих автомобилей на 4-6 человек. Одним из лидеров здесь является компания Xpeng Aero HT, которая еще несколько лет назад представила гибрид электрокара и летательного аппарата. Их последние прототипы уже показывают приличные характеристики. Скорость около 50 миль в час и запас хода в 40 миль. Особое внимание уделяется не только гражданским моделям, но и грузовым. В Шэньчжэне тестируются дроны, способные перевозить небольшие посылки между логистическими центрами. Здесь Китай берет пример с Amazon и UPS, которые в США уже несколько лет ведут аналогичные эксперименты. Но самое интересное в подходе. В отличие от Запада, где такие разработки остаются на уровне стартапов и мелких тестов, в Китае государство активно инвестирует в развитие, выделяет полигоны, меняет законодательство. Это стратегический выбор, направленный на то, чтобы создать новую отрасль. Возникает вопрос, как реагирует на это остальной мир? Готовы ли США и Европа к такой гонке технологий? На Западе тоже кипит работа, но с другим акцентом. В США фокус делают на безопасности, сертификации и интеграции с существующей инфраструктурой. Компании вроде Joby Aviation, Archer Aviation и Wisk Aero уже инвестировали сотни миллионов долларов в разработку аэротакси, вертикально взлетающих аппаратов, способных перевозить 2-4 пассажиров. Их цель – создать сеть летающих такси в крупных городах, вроде Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или Далласа. В Европе лидерами выступают немецкая Volocopter и британская Vertical Aerospace. Они делают ставку на легкость, электродвигатели и низкий уровень шума, чтобы минимизировать нагрузку на города. Но здесь есть проблема. Жесткое законодательство ЕС, которое сильно ограничивает тесты. Там, где Китай уже выпускает устройства на рынок, в Европе и США все еще идут бумажные войны за лицензии. Тем не менее, первый коммерческий маршрут планируют запустить уже в ближайшие годы. Например, Volocopter обещает начать регулярные полеты на Олимпиаде в Париже. Но это будет не массовая услуга, а дорогая VIP-опция. Возникает интересный вопрос. Почему так много инвестиций идет именно в аэротакси, а не в личные аэромобили? И что вообще происходит с этим рынком за пределами больших корпораций?
Летающие такси – это не фантастика, а уже реальность. В Дубае идут тесты с дронами такси, которые перевозят пассажиров над пустыней и морем. В Токио планируют запустить аналогичные маршруты к Олимпиаде. В США компании ведут переговоры с местными властями о выделении воздушных коридоров над городами. Почему именно аэротакси? Во-первых, это проще регулировать. Большие компании берут на себя ответственность, нанимают профессиональных пилотов или используют проверенные автопилоты. Во-вторых, это снимает нагрузку с дорог. Вместо того, чтобы строить новые трассы, можно использовать пространство в воздухе. В-третьих, такие проекты позволяют протестировать технологии на ограниченном рынке и подготовить инфраструктуру. Но есть проблема – цена. Полет на аэротакси пока обходится дороже, чем поездка на вертолете, а значит, это развлечение для богатых. Вопрос, когда технологии подешевеют настолько, чтобы стать доступными для среднего класса, пока остается открытым. Тем не менее, эксперименты набирают обороты. А теперь давай оценим стоимость таких аппаратов и насколько Китай реально всех опережает. Средняя цена аэромобиля или аэротакси в США или Европе от 100 тысяч до 500 тысяч долларов. Это огромные деньги, особенно по сравнению с китайскими 4999 долларами. Почему такая разница? Во-первых, материалы. Западные модели используют дорогие композиты, сверхлегкие сплавы, передовые батареи. Во-вторых, сертификация. Получение лицензии в США и ЕС стоит миллионы долларов. В-третьих, масштаб. Пока что это штучное производство, а значит высокие издержки. Китай, напротив, использует массовый подход. Дешевые материалы, серийные линии, минимум сертификации на старте. Это позволяет выпускать аппараты для внутреннего рынка по демпинговым ценам. Но есть важный нюанс. Экспортировать их в США или Европу пока нельзя, слишком разные стандарты безопасности. Таким образом, Китай выигрывает в цене, но проигрывает в технологической и правовой сложности. Сможет ли он выйти на мировой рынок? Это вопрос, который пока оставим открытым. Ведь помимо денег есть еще один важный аспект – безопасность. И вот здесь начинаются самые интересные разговоры. Безопасность – ключевой барьер для массового внедрения. Что будет, если аэромобиль откажет в воздухе? Что, если система автопилота даст сбой? Как предотвратить столкновение в небе, где нет привычных дорог и светофоров? В Китае проблему решают дублирующими системами, аварийными парашютами и ограничением полетов в плохую погоду. В США и Европе идут дальше. Вводят обязательное тестирование на устойчивость к помехам, систему воздушных диспетчеров, которые будут координировать движение. Ведутся разработки специальных радаров, которые помогут аппарату видеть другие объекты в воздухе. Но даже с этими мерами аварии случаются. В прошлом году несколько тестовых полетов завершились жесткими посадками, а один дрон-такси в Дубае упал в море из-за сбоя аккумуляторов. Это показывает, технологии пока далеки от идеала. И хотя перспективы завораживают, массовое внедрение потребует еще лет исследований, тестов и инвестиций. Интересно, что многие проблемы связаны не только с техникой, но и с тем, где вообще можно летать. Ведь современный город – это не пустое поле. И вот тут открывается целый пласт сложностей. Может показаться, что с появлением летающих машин вопрос, где ехать, отпадает, взлетел и полетел куда хочешь. Но на практике все куда сложнее. Современные города – это лабиринт проводов, антенн, высоток, мостов и прочих препятствий. Без четко выделенных воздушных коридоров движение аэромобилей просто невозможно. В Китае уже тестируют такие коридоры. Зоны, где запрещены полеты дронов, но разрешены полеты аэромобилей. Там установлены радары, камеры и даже системы автоматической посадки в случае ЧП. Однако инфраструктура пока крайне ограничена. В мегаполисах вроде Пекина или Шанхая плотность зданий и транспортных узлов не оставляет много места для воздушных дорог. В пригородах другая проблема – недостаток зарядных станций и сервисных точек. В США ситуация похожа. Даже если аппараты готовы, нет инфраструктуры. Чтобы построить сеть посадочных площадок, требуются огромные вложения и годы согласований. В Европе еще сложнее. Здесь плотная застройка и строгие нормы шума. Возникает парадокс. Технологии есть, а летать негде. Но даже если бы места было достаточно, есть еще одна, куда более серьезная преграда.
Юридический хаос – главная головная боль для всех разработчиков летающих машин. Каждый регион, каждая страна имеют свои правила. Например, в Китае государство активно помогает, меняет законы, выделяет пилотные зоны. В США управление гражданской авиации вводит жесткие ограничения, а в Европе требуется согласование с множеством органов. Главные проблемы – кто отвечает за безопасность, кто регулирует движение, как оформлять страховки, что делать в случае аварии, например, если аэромобиль падает на крышу частного дома, кто несет ответственность – производитель, владелец или пилот. Все эти вопросы пока остаются без четких ответов. Кроме того, есть международные ограничения. Летать между странами на аэромобиле пока невозможно. Разные стандарты, разные разрешения, разные частоты радиосвязи. Даже если завтра Китай начнет массовый экспорт своих дешевых моделей, они не смогут легально летать в Европе или США без дополнительной сертификации. Это создает огромный барьер на пути глобального рынка. Но есть еще один важный вопрос, о котором редко задумываются. Насколько вообще экологичны такие технологии? На первый взгляд аэромобили кажутся экологичным чудом. Электрические двигатели, отсутствие выхлопов, снижение пробок. Но реальность сложнее. Электричество нужно где-то производить, а значит, при больших масштабах растет нагрузка на электросети. В Китае значительная часть энергии по-прежнему производится на угольных электростанциях, что нивелирует часть экологического эффекта. Кроме того, литий-ионные батареи – это ресурсный вызов. Для их производства нужны редкоземельные элементы, добыча которых связана с огромным экологическим ущербом. Вопрос утилизации тоже открыт. Что делать с тысячами отработанных батарей через несколько лет? Есть еще аспект шума. Даже самые тихие аэромобили создают высокий уровень звука при взлете и посадке. В городских условиях это может стать новой проблемой, особенно ночью. Таким образом, пока аэромобили не могут стать идеальным решением с точки зрения экологии. Но есть и хорошие новости. Крупные инвесторы уже работают над улучшением технологий. И вот кто стоит за этим прогрессом? На рынке аэромобилей идет настоящая гонка капиталов. В США в проекты вкладываются Google, Uber, Boeing, в Европе Daimler, Airbus, Rolls-Royce, в Китае Alibaba, Tencent, а также крупные государственные фонды. Инвестиции исчисляются миллиардами долларов. Почему? Потому что это не просто новый вид транспорта, это новый рынок, который может перевернуть логистику, туризм, медицину. Например, аэромобили могут использоваться для доставки донорских органов, экстренной эвакуации, патрулирования границ. В Китае уже тестируют использование аэромобилей для медицинских нужд, быстрая доставка врачей в удаленные районы, транспортировка тяжелых пациентов. Интересно, что армейские структуры тоже не остаются в стороне. И вот тут начинается совершенно отдельная история. Военные по всему миру внимательно следят за развитием аэромобилей. В США Пентагон инвестирует в программы воздушной мобильности для солдат. Компактные аппараты, которые позволят бойцам быстро перемещаться по полю боя. В Китае армейские инженеры работают над дронами для перевозки боеприпасов и снабжения. Эти технологии позволяют решать задачи, которые раньше требовали вертолетов или тяжелой техники. Например, доставка грузов на передовую, эвакуация раненых, разведка. В будущем аэромобили могут стать частью стандартного снаряжения солдат, как сейчас квадрокоптеры. Однако милитаризация технологий всегда вызывает опасения. Что, если легкие аэромобили будут использоваться в террористических целях? Как предотвратить их использование для атак на города или инфраструктуру? Эти вопросы становятся все более актуальными, и они открывают еще один пласт обсуждения. С детства нам показывали фильмы, где летающие автомобили парят над городами. «Назад в будущее», «Пятый элемент», «Бегущий по лезвию». Но насколько эти образы совпадают с реальностью? Оказывается, многие элементы, казавшиеся фантастикой, уже реализованы. Вертикальный взлет, автономное управление, автоматические парковки в воздухе – все это уже проходит испытания в реальном мире. Разница в том, что кино часто упускает детали. Например, вопрос энергоэффективности. В фильмах машины
машины летают бесконечно, а на практике 20-30 миль на одном заряде. Или инфраструктура. В кино не показывают, где эти аппараты заряжаются, где они паркуются, кто их обслуживает. В жизни это критически важные вопросы. Тем не менее, технологии все ближе подбираются к картинкам из фантастических фильмов. Уже есть интерфейсы, которые позволяют управлять полетом голосом или жестами. Появляются проекты многоуровневых воздушных трасс. Но путь от киношной мечты до массового использования все еще долгий, ведь есть силы, которые сильно тормозят этот процесс. Главный враг прогресса – это вовсе не технология, а сочетание бюрократии, законодательства и страхов. Представь, выпускаешь аэромобиль, который способен летать над городами. Но чтобы запустить его в продажу, нужно пройти сотни сертификаций, доказать безопасность, получить страховку, встроить его в систему городского транспорта. Компании боятся рисков. Если что-то пойдет не так, ущерб может быть колоссальным. Государства боятся хаоса. Нельзя просто так разрешить тысячам людей летать над головами других, а люди боятся новизны. Многим кажется страшным даже пересесть из машины в электрокар, не говоря уже о дроне. К этим барьерам добавляются технические ограничения. Батареи пока слишком слабые, материалы слишком дорогие, автопилоты еще не идеальны. Все это замедляет развитие. Но рынок растет, и рано или поздно он пробьет эти стены. Вопрос только в сроках. Когда же массовое будущее наступит? Большинство экспертов сходятся на том, что массовое появление аэромобилей – это вопрос не одного и даже не 5 лет. Оптимистичный прогноз – конец 30-х годов 21 века, когда технологии удешевятся, законодательство адаптируется, а инфраструктура будет готова. Некоторые компании обещают запустить первые массовые сервисы уже к Олимпиаде в Париже, а потом в Лос-Анджелесе, Токио, Дубае. Но пока это больше маркетинг, чем реальность. Речь идет о демонстрационных маршрутах, доступных лишь узкому кругу пассажиров. Массовый рынок потребует не только технологий, но и изменений в мышлении. Люди должны привыкнуть к идее, что воздух – это такая же транспортная артерия, как улицы или шоссе. Готовы ли они к этому? Это вопрос, который ведет нас к куда более глобальным размышлениям. Если аэромобили станут массовыми, города изменятся до неузнаваемости. Появятся многоуровневые транспортные узлы, где переплетаются пешеходные зоны, дороги, рельсы и воздушные трассы. Исчезнут пробки на земле, но появятся пробки в воздухе. Понадобятся новые системы диспетчеризации, новые правила, новые профессии. Здания будут проектироваться с учетом воздушного движения, с посадочными площадками на крышах, с интегрированными зарядными станциями, с системами шумоподавления. Районы, которые сейчас считаются отдаленными, получат вторую жизнь. С аэромобилем добраться туда станет проще. Но есть и темная сторона. Возрастет риск аварий, нападений, технических сбоев. Городские службы должны будут адаптироваться, а это значит годы, если не десятилетия, перестройки. И все же главный вопрос, даже не в этом, главный вопрос, готов ли к этому сам человек. Человечество всегда мечтало о полетах. Мы покорили небо с помощью самолетов, вышли в космос, но до сих пор не сделали небо частью повседневной жизни. Летающие автомобили – это не просто новая игрушка, это символ новой эпохи. Эпохи, где границы между землей и воздухом стираются. Но готовы ли мы к этому? Готовы ли мы доверить свою жизнь машине, летящей над головами других? Готовы ли мы изменить города, улицы, привычки? Готовы ли мы принять новые риски ради новых возможностей? Эти вопросы остаются открытыми. Китайский аэромобиль за $4999. Это не просто сенсация, а знак того, что будущее ближе, чем кажется. Оно подлетает к нам с ревущими роторами и мигающими огнями. И вопрос не в том, наступит ли оно. Вопрос, успеем ли мы к нему подготовиться.